Итак, дорогие мои, вот это самое важное видео. Называется «Технология выпечки». Вернее, технология, наверное, вообще приготовления тортов. В таком виде, как я рассказываю вам это сейчас, это не видел никто. Вы это слышите первое. А в таком виде, как я это рассказываю, никто не учит, никто не показывает и никто не, как сказать, никогда не собирает эту информацию воедино. Это прям реально эксклюзив. Итак, что сделать, чтобы торт был красивый? Какие у нас опасности на пути приготовления торта? Я сейчас расскажу вам, и какие-то важные моменты, может быть, выпишу, может быть, нет текстом. Вот это прям, это каждое слово здесь, это вот полгода моей работы, 3 года моей работы, 5 лет моей работы. Ну, то есть, смотря до чего, сколько я доходила. Это одна из самых важных сейчас вот видео, это вот прям самое важное видео. Итак, что мы делаем? Первое. Мы реально стараемся готовить из самых лучших ингредиентов. Когда мы вынуждены с вами готовить в низкой ценовой категории с дешевыми такими ингредиентами, у нас всегда немножко страдает качество. Поэтому мой выбор лично: лучше я меньше буду готовить, но дороже, чем я буду делать 30 тортов по 5, там, по 100 рублей, я лучше сделаю один торт за 5000. Понятна задача? Выбираем наилучшие ингредиенты. Дальше мы начинаем с вами очень трепетно относиться к тем рецептам, которые мы встречаем в интернете. На моей личной памяти я, наверное, половину рецептов, которые встречаю в интернете, выбрасываю в мусор. Они абсолютно непригодны. У меня сейчас хватает моего собственного опыта, чтобы я, прочитав рецепт, поняла, получится он или нет. У вас его пока не хватает. Я надеюсь, у половины... Господи, что я вас опять что-то говорю вам? У вас всего хватает, но на всякий случай, да. Как можно внимательнее. Лучше, если рецепт не проверенный, вообще его не готовить, честно. Или изначально надеяться на то, что все-таки вы его, как сказать-то, все-таки, давать себе право на ошибку. Вот. Итак, что дальше? То есть прям пользоваться только проверенными рецептами, потому что каждая неудача, особенно в начале вашего пути, это большой удар по вашему самолюбию, по вашему, любви к себе, по вашему мнению о себе как о профессионале, как о кондитере. Я не говорю, что каждый выброшенный бисквит – это муж, который ходит вот так кругами и говорит тебе, что ну что делаешь опять? Опять в мусор все выбросила. Или там у кого не муж, у кого другой кто-то персонаж, мама, папа, дедушка там ходит. Вот, понятно? Как можно точнее дальше мы относимся к рецептам. Для меня важно в рецепте несколько вещей. Первое. Написано точно, сколько в граммах и чего взвешивать. Я никогда в жизни не пользуюсь рецептами, где есть ложки, чашки, стаканы или еще что-то. Почему? Да потому что ложки, чашки и стаканы – это, устаревший век. Это то, что когда-то там в нашем Союзе, да, одинаковые стаканы были у всей страны, одинаковые ложки были у всей страны. И вот мы спокойненько могли друг другу передавать. На всякий случай вам скажу тоже о том, что просеянная мука и не просеянная мука. Вот так вот просеянной муки в стакане 130 грамм, а не просеянной 180. И не 200 при том, как у нас вообще-то стакан 200 грамм ассоциируется. Нет. Вот. Это к тому, что прямо вот очень внимательно. Дальше мы взвешиваем все ингредиенты. Вот. И начинаем свою работу с того, что мы сначала духовку включаем, потом мы взвешиваем ингредиенты, потом мы готовим форму, и только потом мы начинаем приготовление. А не одновременно все, а потом, надо включить духовку еще, что сделать? Понятно? Взвесили все ингредиенты, включили духовку и начинаем приготовление. В идеале к этому моменту вы должны знать, как работает ваша духовка. Я это называю откалибровать духовку. А именно, вы должны купить или забрать у подруги, сходить в гости, духовочный термометр, специальный духовочный термометр, и поставить его в духовку и измерить две вещи. Первое. Через какое время вообще у вас духовка нагревается. Потому что если вам кажется, что лампочка загорелась, потом потухла, это у вас нагрелась духовка, поверьте, это далеко не так всегда. Вот. И второе, на какое у вас количество градусов ошибается духовка, потому что какая она ни была бы дорогая, духовки все врут. Вот у меня духовка Смег, очень хорошая духовка, хорошей фирмы, она врет на 2 градуса. У меня на производстве в Люберцах духовка Гастрораг. Название чувствуете? Она ошибается на 15.
на 15 градусов. То есть, если я поставлю 150, она печет 135. Она никогда не испечет. И я-то увижу, что что-то не так, а вы, скорее всего, подумаете, что у вас что-то с руками, с ногами, с рецептом или еще с чем-то. Понятно? Надо как можно минимизировать наши возможности ошибок на этом этапе с помощью измерительного прибора. Понятно? И весы у нас, кстати, тоже для этого, чтобы минимизировать ошибки, чтобы у нас результат был более качественный, тщательный, прогнозируемый и постоянный. Это важно. Окей? Дальше мы начинаем приготовление. На всякий случай скажу, если мы с вами готовим что-то в духовку, то есть, например, какой-то бисквит, чаще всего мы бисквиты готовим, то в бисквитах тоже чаще всего один раз что-то взбивается сильно, потом туда все добавляется, перемешивается и идет в духовку печься. Это важный момент. Если мы с вами что-то взбиваем, это что-то должно быть комнатной температуры. Яйца комнатной температуры, белки комнатной температуры, масло комнатной температуры. И все, что идет к ним в гости, будет добавляться, должно быть такой же температуры. Это значит, молочные продукты, сметана, молоко, вы подогреваете аж чуть-чуть на плите или в микроволновке до состояния, ну вот чтобы вашей руке было комфортно. До состояния, ну вот комнатное или чуть теплее состояние тела, там где-то около 20-25 градусов ориентировочно. Вот. В противном случае вероятность того, что у вас не получится, больше. Понимаете меня, да? То есть мы еще раз, мы минимизируем, насколько возможно, ошибки. Когда речь идет о кремах, кремов мы с вами 5 штук. Сейчас уже знаем, что их есть 5 больших разделов. У них у всех своя технология приготовления. Отталкиваемся от этой технологии приготовления. С кремами все-таки как-то обычно легче, кстати, бывает. Дальше. Когда мы приготовили бисквит, испекли его нужное время, достали из духовки, дальше важный момент — отстоять бисквит. И я умоляю вас, делайте это, потому что если вы не отстоите бисквит, бисквит у вас будет свежий, любая начинка, крем, который в него попадет, бисквит не выдержит, и он разлезется у вас на куски. Я вижу такие торты очень часто. В Одноклассниках, ВКонтакте очень часто вижу, стоит торт, и он вот как опух такими штуками. Это бисквит не выдерживает, и он разбухает. А это значит, любой декор, который у вас на стенке будет, он у вас, если мастика треснет, лопнет, поплывет, крем поплывет и тоже треснет, и будет вообще не тот вид. Помним, что мы все это стараемся сделать для хорошего внешнего вида. Дальше, когда вы выстояли бисквит, в этот же день желательно, чтобы вы приготовили начинку и крем, потому что и начинка, и крем должны остыть. Исключение молочный крем, это где сливки, сметана или маскарпоне взбиваются, этот крем можно готовить день в день. Все остальные я рекомендую готовить заранее. Еще белковый день в день. Все остальные рекомендую готовить заранее крема. И начинки ягодные, если вы их варите, тоже готовить заранее, чтобы они остыли хорошо. Итак, у нас с вами бисквит в холодильничке отдыхает. У каждого бисквита свое время отстойки. У нас дальше в курсе все это будет. Сколько времени, какой бисквит, куда отстаивается. Вот. Крем, если мы приготовили заварной, ганаш, там что-то, тоже он стоит в холодильничке. И у нас ягодная начинка, например, на пектине или на крахмале, тоже стоит в холодильничке. Все готово заранее. Дальше на следующий день мы достаем это все, складываем по нашей схеме, как мы все знаем. И вот этот вот собранный уже тортик, да, вот какой он есть в такой формочке, мы ставим, чтобы он познакомился и дал усадку. Это время тоже разное для торта в зависимости от размера, от количества крема, бисквита и конкретной начинки от 4 до 12 часов. Небольшие торты с небольшими прослойками могут стоять 4 часа, лучше 8-12. То есть я рекомендую ставить на ночь. И это тоже очень важно, потому что если у вас только намазано, оно еще не слиплось друг с другом. И дальше при дальнейшей какой-то работе, декоре, оно у вас разлезется, разойдется, расплывется и все. То есть свое время сэкономьте, как следует распределить его. Это прямо безумно важно. Это очень важная вещь, одна из самых важных. Мне вот это никто никогда не говорил. Вот. Это прям результат реально всей моей работы. После чего, помним, торт мы делали вверх ногами, мы его переворачиваем, приступаем к декору. В зависимости от того, какой у нас декор на торте, мы торт чем-то намазываем, обмазываем, обрабатываем, а еще как-то. Если у нас мастика, то у нас с вами на торте тогда будет под мастику, у нас с вами будет масляный крем или ганаш.
Если у нас с вами, например, цветы, например, малазийская тема, техника, это будет крем, как для малазийской техники сверху. Если у нас шоколадный декор, скорее всего, будет ганаш в чистом виде. Вот. И под каждый вид декора своя обработка торта. И у нас внутренность торта и декор – это разные вещи, они не зависят друг от друга. То есть я медовик могу украсить и в малазийской технике, и под мастику закрыть, и, не знаю, муссом залить, и шоколадом залить, понимаете меня? То есть начинка не имеет отношения к декору. Вы любой торт можете как угодно украсить. Исключения есть, как везде, в принципе, исключения есть, но в целом правило такое. После чего вы декорируете торт. Если у вас есть какие-то сложные элементы в торте, вы их можете делать заранее. Все фигурки из мастики спокойно стоят полгода. Ну, за полгода не надо, но за неделю можно спокойно их делать. Все цветы в малазийской технике, в сахарной технике, вафельные цветы. Все это можно сделать, надписи, распечатать картинки на сахарной бумаге. Все это можно делать заранее. Я рекомендую делать заранее, потому что в день, когда вам надо уже все это украшать, чаще всего нервяк, что ты уже что-то не успеешь. Итак, достали торт. Обмазали его кремом, сделали декор, посадили на него декор, что-то доделали, украсили его полностью. И перед доставкой его необходимо вернуть в холодильник хотя бы на 2 часа, если он небольшой и недалеко едет. Потому что пока вы его декорировали, он по-любому у вас уже отмяк, немножко как бы немножко как-то отморозился и стал мягкий. Во-вторых, вас декор тоже должен к торту прилипнуть, навсегда подружиться должен с ним навечно, понимаете меня? Вот, если декор сложный, у меня, например, 2-3-ярусные торты с декором, и, например, им ехать там неизвестно куда, вот, то он мне ночь стоит в холодильнике, чтобы он там так замерз уже, чтобы вообще не отмерз никогда. Понимаете меня? Это важный момент, потому что у вас, если торт не доедет, то не доедет он у вас. Все, это считайте, все пропало вообще. Вы зря работали, клиент зря платил, все расстроены, все там, не знаю, в панике, не в панике. Ну, короче, нет счастья тогда. Доставка – это важный момент, доставка она на вас. Вы за нее отвечаете. Даже если вы там клиент ее вез, то вы должны напугать клиента, значит, таким образом, чтобы он довез. Чтобы прям вот запугать его. Какие правила, что, куда и как. Понятна задача? И это еще не все. Слушайте дальше. Клиент довез торт, и вы должны перед тем, как ему отдавать, обязательно попросить у него фотографию или отзыв. Потому что все наши заказы, торты начинаются с момента «Здравствуйте, я хочу заказать торт» или «О, Оль, слушай, ты торты делаешь, сделай мне тортик на праздник». Легко. И заканчивается тем, что вы должны взять отзыв, вы должны узнать, что получилось у вас, что не получилось. Как вкусно, невкусно, понравилось, не понравилось. Это, во-первых, нужно вам, пока вы учитесь, это необходимо. Вот. А во-вторых, это нужно клиентам, которые следующие будут у вас заказ. Если все хорошо, делайте скриншот, выкладывайте себе куда? В Инстаграм, правильно. И вот это последний момент, которым заканчивается, вся сделка заканчивается этим моментом. Понятно, мои хорошие? Понятно, мои дорогие? Люблю, целую.